Так, давай, 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 давай. Друзья, я всех приветствую на обзорах микродвигателей. Ну что, давненько вы просили меня сделать обзор на этот движочек. Это хоть и микродвигатель, но он уже четырехтактный. Обратите внимание, здесь колодцы-подтолкатели. Здесь есть клапана, клапана здесь даже регулируются. Мы в этом видеоролике, как обычно, разберем его, посмотрим, что там у него внутри и запустим, измеряем тягу. Больше всего интересно узнать тягу вот с этим винтом. Винтик АПС 15х4W. Ну, либо 381/102. Это если в миллиметрах. Рабочий объем у него около 13 кубических сантиметров. Рабочие обороты около 9000 оборотов в минуту. То есть он не особо оборотистый, поэтому здесь должен стоять большой винтик, у него большой крутящий момент, и он более экономичный, чем двухтактные калильные двигатели. Двигатель калильный работает на смеси топлива калильного. Для авиационных моделей присутствует нитрометан до 10%. Ну, можно, в принципе, на чистом метаноле использовать, но все эти двигатели современные приспособлены для использования нитры в небольших количествах. Как в любом другом калильном двигателе есть калильная свеча, на которую мы подаем напряжение 1,2 вольта. А после заводки мы снимаем напряжение, и спиралька калильная поддерживается уже энергией сгорания самих газов. Теперь приступим к разборке и посмотрим, что там у него внутри. Для начала можно снять винт и глушитель. Глушитель здесь небольшой. Выхлоп очень породистый. Мы сегодня, естественно, заведем, посмотрим, как это все рычит. Видно такой черненький нагарчик внутри. В общем, все как в настоящих двигателях. А внутри видно ножку клапана. Сзади установлен карбюратор. Он вот так вот вниз установлен. Снимаем винтик. Для начала снимем карбюраторчик. Крепежики везде разные, здесь побольше, там поменьше шестигранник. Благо шестигранниками подписчики меня обеспечили. Гигантское всем, ребята, за это спасибо. А то я так бы и не выбрался в магазин за ними. Так, аккуратненько отделяем. О, как. Вот он, карбюратор. Вполне себе обычной конструкции. Здесь игла регулировки основной смеси. Здесь вот еще два винтика. Вот этот, похоже, холостого хода. Какой-то должен быть винтик для того, чтобы полностью не закрывался карбюрчик. Но вроде бы его здесь нет. Такое ощущение. Нужно именно сервой управлять. Смотрим далее. Хочется добраться до клапанов. Такого вы еще на канале не видели, друзья. Мне кажется, здесь настолько маленькие клапана, что можно будет сойти с ума. Открываю крышечку. Да, прикольно это все выглядит. Пробую вращать двигатель. И мы видим, нажимаются пружины, нажимаются клапана. Кстати, эти клапана нужно регулировать. Да, конечно, прикольная система. Смотрим, что у нас под этой крышкой. Здесь, по сути, должен быть распредвал. Здесь он и есть, скорее всего. Видно один кулачок распредвала с одной стороны, и 100% с другой стороны тоже будет кулачок. Оп. Да, ну, тут так проворачивать, друзья, нежелательно. Здесь есть подшипничек. И видно, что там стоит распредвал. Поставлю в такое положение. И будем снимать головку. Будем смотреть, какие ж тут клапанчики маленькие. Вижу, чтобы добраться до головки, нужно открутить рокера. Вот она, вся эта система. Все, как видите, очень миниатюрная. Здесь выработки никакой нет. Все каленое. Все отлично. Ну и вот они, толкатели клапанов. Вот их желательно местами не менять. Значит, я положу возле каждого свой толкатель.
и положу так, как оно толкает. Вот. Пожалуйста. Четырехтактный все-таки весьма серьезный двигатель. У него и ресурс, по идее, побольше должен быть, так как оборотики поменьше. Ну что ж, готово дело. Можно пробовать снимать головку. Хоп! Обратите внимание, что цилиндр довольно-таки крупный здесь. А клапана очень прикольные. Ну да, уже настоящая головка блока цилиндра. Прям настоящая-пренастоящая. Вот они, клапана, ребята. Вот так они нажимаются. Просто микроскопическая голова. Может быть, вот так лучше будет видно. Хоп. Нагарчик присутствует. Пружины нажимаются пальцами. Но, тем не менее, довольно-таки мощная здесь. И вон внутри видно калильная свеча, спиралька свечи, которой мы первоначально поджигаем топливо. Вот так. Хоп. И она загорелась. Потом мы отключаем, и оно продолжает уже само поддерживаться. Установлены настоящие сухари. Сейчас рассухарим и посмотрим на один из клапанов. Аккуратненько рассухарил. Мы имеем такую пружинку. И имеем шайбу, в которую вставляются сухари. Посмотрим на сам клапан. Это впускной клапан. Он вот такой вот очень-очень маленький. Видно, что фаска клапанная тоже маленькая, примерно полмиллиметровая. Легенький такой, ничего не весит. Колодец выполнен вместе с седлом. То есть вот эта вся часть и втулка, и вот это, и переход в впускное отверстие, все это выполнено заодно. Оно как-то залито в алюминий. И видно, есть маленькая-маленькая фаска. По идее, такие двигатели даже можно тюнинговать по стандартной классической схеме. То есть повышать компрессию там и так далее. Да, интересная конструкция. Ребята, все такое маленькое. Клапана одинаковые по диаметру. Вообще миниатюрные клапана. Просто фантастик. Присмотревшись, увидел метку на распределительном валу. Когда поршень в верхней мертвой точке, там есть такая точечка, ее видно. Вон она. И она находится прямо напротив вот этого колодца. С помощью этой метки можно выставить фазы газораспределения. Снимаем заднюю крышку. И вот что мы видим. Вполне себе стандартная картина. Обычный коленвал, шатун с бронзовой втулочкой. Ну и там вон гигантский поршень. Хона внутри нет, внутри цилиндра полное зеркало шлифованное. Ну, видимо, для таких размеров оно не надо. Собираю обратно, друзья, и будем стартовать, запускать его, дообкатывать. Он по сути своей новый, нужно дообкатать его. И уже потом после обкатки проверим на всю мощь и послушаем, как звучит этот движочек. Настрою клапана на 0,1 миллиметра. То есть вот здесь мы измеряем щупом. Вот так. Ну а здесь настраиваем. Хочется выразить огромную благодарность Александру Ганченко из города Сочи, так как именно он прислал этот движочек. Он будет и на обзоре, и я его хочу поставить на летающую пилотажную модель. Долгожданный запуск этого чудо-двигателя. Установил на стендик, подключил давление на глушитель, подключил подачу топлива и весы. Так, весы нужно бы сбросить на нолик. Вот так. Поставил самый большой винт, самый грандиозный, что у меня есть, 381 на 102, в дюймах 15 на 4. Сейчас мы поглядим, какую тягу будет создавать этот двигатель. Рабочие обороты у него около 9000 оборотов в минуту. Винтик с широкими лопастями, то есть это тяговый винт. Так как движок четырехтактный, они обычно немножко слабее двухтактников.
Вот, поэтому тяга, в принципе, здесь должна быть ориентировочно такая же, как у Thunder Tiger 10-кубового. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Ну, в общем, давайте пробовать. Пока не попробуем, не узнаем. Подключаю накал на свечу. Подкачиваем насосик. И полетели. Так, неужели запустился? Что-то как-то слабенько. Сейчас будет... Опа! Рано свечку отключил. Не накачал топливо. Так, давай. Дроссель открыть на всю, он должен разогнаться. Смотрим, как растет тяга. Тяга 4,2 килограмма. Измеряем обороты. Эту цифру нужно разделить на 2. Примерно 8300. Движочек, друзья, не до конца обкатанный, поэтому, возможно, он еще грамм на 100, на 200, на 300, а может быть даже на 400 будет больше выдавать. Смотрим, как откликается на дроссель. На холодную больше мощности было. Может работать даже на весьма низких оборотиках. Глушится очень-очень легко. Какая ляпота! Потому что карбюрчик у меня не настроенный, и он просто-напросто закрывает полностью. И двигатель глохнет. Так что вот такую тягу я смог получить с этим винтом. Обороты для этого двигателя вполне себе нормальные. Я не знаю, стоит ли экспериментировать с другими винтами. Потому что большого у меня нет. Ну а делать запуск с маленькими, это значит выводить движок на очень большие обороты. Что ему как бы не очень приятно будет. Вот, ну хотя в принципе для пробы мы, наверное, сейчас протестируем. Возьму немножко меньше винтик и попробуем пускануть. Это тоже широколопастной винт, но как видите он поменьше. Ребят, пришла одна очень безумная идея. Попробовать вот так. Вал здесь довольно-таки длинный. И можно поставить 2 винта, попробовать стартануть, так сказать, с 2 винтами. Если не отобьет пальцы, не отобьет руки, то мы поймем, будет ли больше тяга в таком случае. Это, ребят, из разряда не повторять опасно для жизни. Пробуем настроить. Нет, слишком большая нагрузка. Более 3,5 килограмм тяги не выдает такая система с 2 винтов. Так что будем пробовать один. Поставил винт
330 на 102, либо 13 дюймов на 4. Винтик W. Стартуем. Ах, обжегся. Горячий. Регулируем. Тысяч оборотников. Ну вот, друзья, видите, разгоняется до 11 тысяч. В принципе, больше этот двигатель нельзя гонять. Да он и сам не особо желает разгоняться. А для этого винта, чтобы он тягу выдавал, нужно гораздо больше. Такой вот двигатель, я его уже решил ставить на одну из моделей. Так что, кому интересно узнать, куда, подписывайтесь. Этот движок обязательно будет стоять на модели.